Очень важно прислушиваться к своим чувствам. Иногда вот когда общаешься с человеком, вроде бы как формально все хорошо. Никаких претензий у тебя к нему нет. Но вот потом такое чувство какое-то, знаете, вот грязи. Как будто ты что-то сделал вот неправильное. Вот не нужно было с ним общаться. Хотя формально не к чему придраться. Сегодня я расскажу о 7 признаках гнилого человека. Сам-то этот человек может быть вполне себе нормальный и хороший, но вот ты, когда с ним общаешься, ты чувствуешь, что ты находишься в каких-то разрушительных отношениях, в разрушительной коммуникации. Ты как будто бы пообщался с этим человеком и сам стал немножко гнилым. Как вот яблоки, знаете, если гнилое положить к свежим, то они потом тоже начинают, гниль распространяется. Если вам эта тема интересна и вы хотите в этом разобраться, ставьте лайк под видео, подписывайтесь на мой канал и мы начинаем. Первый признак гнилого человека — это что такой человек радуется чужим провалам, он как будто бы вроде бы соболезнует, но это соболезнование лживое. Предположим, у вас как-то стало меньше работы или какой-то отменился проект, и он говорит: ну ничего, ну зато хоть отдохнешь, ну твое от тебя не уйдет, все равно потом какие-то будут новые проекты. И вроде бы правильные слова, но вы видите, что он злорадствует, что он радуется, что вам плохо. Второй признак гнилого человека — это такой комплимент с ядом, такой токсичный комплимент. Предположим, там две сотрудницы, и та, которая помоложе, той, которая постарше, когда она там приходит куда-нибудь на корпоратив или какой-то праздник, говорит, что: о, знаете, вы неплохо выглядите для своего возраста. То есть вот так подчеркивает это, что для своего возраста, и соответственно, ну, вроде бы это как будто бы комплимент, но на самом деле человек тебя уколол. То есть вот это тоже такой признак гнильцы. Третий признак гнилого человека — это когда человек с тобой общается только пока ему нужно, и вот пока ему нужно, он с тобой очень много общается, а потом просто пропадает. Я знаю много таких ситуаций, когда, скажем, там, у женщины проблемы в отношениях, и она общается со своей подругой. Подруга ее поддерживает. Вот она из этих абьюзивных отношений выходит, оказывается без отношений. Ей страшно, тревожно. Опять же, подруга ее поддерживает. Часто там финансово как-то помогает, не знаю, позволяет у себя пожить какое-то время. И у этой подруги, ну, формируется такое ощущение, что у них очень близкие отношения, потому что она как бы много помогает, что они много общаются. И вот эта вот женщина, которая вышла из отношений, находилась в каком-то кризисе и пользовалась вот этой помощью своей подруги, она находит себе какого-то мужчину, он ее там, не знаю, содержит, начинает возить ее по каким-то там местам, она полностью увлекается в эти отношения, и все. Вот эту свою подружку, которая поддерживала все это время, просто, ну, как бы игнорит, и ей уже не до нее. То есть понятно, что это такое проявление душевной гнилости. Четвертый признак гнилого человека — это когда человек тебя зеркалит, или есть еще игровое выражение, лезет в вену. Это ситуация, когда вот ты начинаешь человеку говорить о том, что есть какая-то проблема, и видишь, что он прям вот он как-то проникся, он тебя слушает, ему важно, он вроде бы как-то тебе сопереживает. Может быть, ты начинаешь там как-то больше раскрываться в такой ситуации, он даже тебе говорит: да, и у меня что-то подобное было. И у тебя есть ощущение, что у вас какая-то такая, ну, сформировалась интимная обстановка, и можно с человеком чем-то важным поделиться, но через неделю ты узнаешь, что кто-то, вот какие-то третьи лица уже об этом знают. То есть это рабочий коллектив, какие-то коллеги знают, если это семейная система, могут дальние родственники знать. Есть вот такие люди, которым вот важно, знаете, играть роль такой бесплатной жилетки. Он обязательно послушает твои все проблемы, обязательно как-то поохает, посопереживает, чтобы получить от тебя больше, так сказать, такого гомнеца, а потом всем порассказывать таким образом, как-то там, ну не знаю, поднять свой авторитет среди других людей, что я вот такие важные вещи знаю. Пятый признак гнилого человека — это ситуация, когда человек все переворачивает и делает вас виноватой в той ситуации, когда вообще-то ему нужно было бы извиниться. То есть, по сути, это газлайтинг. Когда, скажем, мужчина, ну, не знаю, разговаривает с женщиной и сказал какую-то острую шутку, ну, женщине стало неприятно, она говорит: слушай, мне это неприятно, ну, со мной так нельзя. И мужчина вместо того, чтобы сказать: извини, меня немножко как-то занесло, я был неправ, и как-то выровнять отношения, он говорит, что так, а что ты начинаешь тут это скандал устраивать, что за драма? Ну, сказала и сказала, а тебе чего? И женщина, которую только что оскорбили, теперь уже вынуждена оправдываться, потому что она как будто бы, видите ли, тон разговора так вот нарушила, и как будто бы у нее какие-то там претензии возникают. Если вы общаетесь с человеком, который в ситуации, когда нужно было бы извиниться, начинает вас обвинять, то есть по сути устраивает такой газлайтинг, знайте, что это гнилой человек. Шестой признак гнилого человека — это человек-жертва. Вот на работе меня недооценивают, в отношениях меня не уважают, бывшие все меня бросили и вообще использовали, жизнь обошлась ко мне несправедливо. Такой человек, он собеседника пытается вывести на какое-то сочувствие и получать, ну, какое-то вот внимание от того, что ему так все плохо. Причем у него вот постоянно какая-то беда. Вот шнурки у меня развязались, я завязывал, они порвались. Там я в лужу наступил, ходил там полдня с мокрой ногой. Тут у меня телефон сел, я тоже не мог кому-то позвонить. То есть какие-то беда, которая просто вот из ниоткуда высосана из пальца. Общение с таким человеком действительно напоминает ситуацию, когда вот гнилое яблоко попало в ящик со здоровыми, с свежими яблоками, и вот эта гниль начинает распространяться. Потому что вы с таким человеком общаетесь, у него постоянно беда, его же спасти невозможно. Вы чувствуете в какой-то момент, что уже у вас в жизни наступила беда, что вам никак не получается этого человека развеселить. Никак не получается его, не знаю, как-то успокоить. И вот вы уже начинаете каким-то другим людям тоже жаловаться, что да вот я не знаю, такое у меня настроение, ничего не получается. Поэтому с таким человеком, вот, если вы общаетесь, нужно вообще понимать, зачем вы с ним общаетесь, и понимать, что все вот эти его беды, они не касаются реальности.
радость. Это, так сказать, симптом его психологической защиты. Он таким образом живет через эти беды. Он их сам продуцирует. Седьмой признак гнилого человека — это ситуация, когда ты с человеком таким пообщался, и потом у тебя ощущение какой-то такой тяжести, какой-то вот слабости, может быть, какой-то, как будто ты сделал что-то неправильное. Дело в том, что когда с таким человеком общаешься, он часто тебя как будто бы пытается использовать, но делает это как-то незаметно. Или просто пока готовит тебя к тому, чтобы тебя потом использовать. Но в любом случае, ты вот с ним общаешься и понимаешь, что вот то, что у него на уме, и то, что на устах, это разные вещи. Он вот говорит не то, о чем на самом деле думает, а о чем он думает, непонятно. Соответственно, ты после этого общения находишься в такой тревоге, что о чем этот был разговор, что мне грозит вообще. У тебя как будто бы такой какой-то камешек, который ты с собой носишь. И вот чем больше ты с таким человеком общаешься, тем ты больше этих камней набираешь. Вот когда-то все это во что-то разрядится, во что-то неприятное для меня. Ты постоянно находишься в напряжении, поэтому тебе нужно понимать, зачем ты с таким человеком вообще общаешься. Если, скажем, там, по работе, по каким-то вопросам, то надо, значит, эти рабочие вопросы какие-то решать, не расширять это общение до каких-то размеров личного общения, потому что рано или поздно вот это несоответствие того, что человек говорит и что он там на самом деле себе задумал, оно как-то вот станет явным, и тебе может как бы не поздоровиться в такой ситуации. Вообще я против того, чтобы навешивать какие-то ярлыки на людей оценочные, типа вот этот человек там глупый, этот умный, этот гнилой, там, этот абьюзер, этот газлайтер, потому что как только ты на человека навешиваешь какой-то такой вот ярлык на постоянной основе, то он рано или поздно перестает вообще отвечать действительности. Но вот в моменте, когда ты находишься в коммуникации вот прямо здесь и сейчас, очень важно иногда иметь вот эти вот образы, которые позволяют тебе отслеживать и понимать, что между вами происходит. Мне очень нравится вот эта метафора с гнилым яблоком, которое попадает в ящик со свежими, там, здоровыми, условно, яблоками, и эта гниль начинает распространяться. Так очень часто бывает в реальной жизни, когда, скажем, в компанию попадает какой-то человек, который потом заражает всех, который вся компания распадает. Можете поделиться, кстати, в комментариях, сталкивались вы с такой ситуацией, что вот была какая-то дружная компания, потом кто-то кого-то привел, и потом компания через короткое время развалилась. Просто из-за того, что этот человек всех отравил своей этой гнилью. Я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Также, если вы понимаете, что у вас есть какие-то проблемы с коммуникацией с близкими людьми, что вот вы где-то общаетесь с человеком, и вам кажется, что вот он вас чем-то заражает, какой-то своей гнильцой, вам сложно с этим разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. Под каждым видео у меня на канале есть ссылки на соцсети. Там, пишите мне личное сообщение, мы с вами работаем. Если эта тема кажется вам важной, видео понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня. Берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.